Доброе утро. Сейчас 8 утра, 3 июля. Мы с ребятами собрались покопать. Причем большой дружной компании. В том числе ко мне приехал друг из Англии. Со мной едет копать также администратор послушного кладоискательства. И мы двигаем в 3 сразу деревни. Просто приедем на место, я начну снимать. И вы увидите настоящее крутое кладоискательское приключение. Настоящих вот бойцов таких. Кладоискатели, заговариваюсь. Но прежде чем мы туда поедем, я вам покажу то, что у меня получилось за эту весну, за начало сезона. Погнали! Сезон начался довольно странно. Мы поехали в Крым, прямо в Севастополь. Копали вместе с археологической экспедицией, как настоящие археологи. Провел тщательные археологические раскопки. В самом центре города, в парке, на знаменитой батарее Тот-Лебен. Эквинокс впервые копал на территории официальных археологических раскопок. Посреди бела дня люди ходят вокруг, а мы копаем. Находочки мы все описывали, сдавали археологам, все красиво, пакетики, перчатки. Ничего себе, естественно, не забирали, но экспириенс был просто потрясающий. Потом было открытие сезона, мороз стоял на улице и так далее. Мы копали, искали всякие монеты, какалики в полях сгнившие, но мой товарищ нашел находку, которая нас всех, конечно, мягко скажем, удивила. День выдался супер. Это был перстень. Это же волшебный перстень. Теперь все будет хорошо. Ориентировочно 18 век. С изображением лютого зверя. Находка прямо мечта любого копателя. Я лично завидую, не то слово прям. Потом пошли монеты. Конечно, все убитые в хлам. Еще монеты, советики, которые ничего не стоят. Монеты опять, еще монеты. И даже вот такие вот штуковины. Кстати, кто знает, разбирается, ребят, что это такое, подскажите. Интересно, с ума сойти. От времени я ходил копать к себе на любимое поле, на дачу. Дались вот такие вот странные находки. Как вы думаете, что это такое? Сожженный гроб посреди поля. Я был лично в шоке. Я до сих пор не понимаю, что это такое. Попадалась вот такая вот штуковина. Конина с изображением лютого зверя. Впервые такой, прям вау, мне очень понравилось. А затем, одним утром я решил снять трансляцию в Инстаграме, показать моим друзьям, чем я занимаюсь. Показывал монеты, как я что находил. И вдруг нашел нереально крутую находку. Вот не успел я уйти, решил еще покопать чуть-чуть. Поле у нас тут такое красивое, и опять монета вылетела. Это не монета, ё-моё, ребята. Ребята, это медаль. Да, это она, это та самая медаль, блин. Это просто боже, я просто... Вы даже не представляете, насколько я рад. Это лучшее утро за этот год, это точно. Ну, а, собственно, что это за медаль? Верьте, она очень крутая. Вы увидите у меня в Инстаграме. Ссылочка будет в описании. После этой находки я и стал знаменитым археологом. В крайний выход я поехал не один. Компанию мне составил блогер Антон Лазарев. Или Антон Лав, как хотите. Было на самом деле очень забавно. Илья Хута, человек 22-летнего возраста, который копает 17 лет. Хутор обязательно говорить? Нет, Илья. Давай Илья. Илья. Или Хутор просто. Вот, скажи. Это моя кличка. Может, Илья. Ну, лома, ладно. Все, ладно, давай Илья, короче. Сегодня я буду копать не один, со мной будет копать Илья. Он копает абсолютно всю жизнь, и он очень много об этом знает, поэтому его вклад и помощь в этот проект будет просто колоссальной. Будем шофить? Наверное. Блин. Блин. Я думал, не согласится. В тот день нам с находками особо не везло, но все же удача мне улыбнулась. В общем, я, конечно, уже почистил находочку, но не показать не могу, ибо это пряжка Российской империи с имперским орлом и гербами губерний. Ориентировочно где-то может быть Николай Соболь, Николай II, там Александр III, но точно неизвестно.
Буду чистить, узнавать. Вот это я понимаю. Да. Справа Гриша из Великобритании или Грегори. Давай, типа, будем тебя имитировать, как будто ты англичанин. Шо? Он говорит по-русски. А? И Олег, новый Олег, знаете, всем привет. Потребуется 2 землекопа. Мы приехали на место. Где-то тут в лесу была деревня. И мы, вот, блин, должны обязательно ее найти, иначе, иначе что мы сюда перлись? Мы идем через лес, тут клещи, кабаны, голый Олег. Ну, посмотрите вот сюда, это просто... Понимаете, когда с голыми мужиками в лесу, это всегда что-то как-то, не по такой. Сосисечная вечеринка, это вообще не по мне. В общем, мы ищем монеты, что найдем, начну снимать, пока ждите, смотрите, подписывайтесь там внизу, вот тут где-то должен быть такой палец вверх, за наше старание нажмите. Ребята, что вы делаете? Но это не точно. Заснял? Ну прям чёрт. Ты думаешь, все-таки вот тут ближе, да? Чем тут? Золотое дерево, ребят. Что это такое? Тканина. Представляешь, мы тут расхреначили полдерева, блин, ради этого пряжки этой сраной. Ну закапывай. Ну да, давай. Короче, вместе с ножом, блин, в лопату закопаю. Зачем она мне сдалась? Металлоискатель Не надо этой агрессии, для чего она нужна? тоже закопаю, блин. Все, короче, скинул локацию, ищите металлоискатель прямо в лесу, Майнлаб Эквинокс. Ну, в целом, мы ходили сейчас где-то уже полчаса, и как-то не шло. Мы тут рандомно тыкаемся в лесу, пытаемся найти где-то место несчастное. И смотрите, что поднял. И это, как это сказать-то правильно, наконечник от чехла для сабли. Не знаю, как, кстати, правильно это называется. Ну, в общем, медная штуковина. Забавно. Я просто похлопаю. Ребята, если мы ничего не найдем, они меня съедят, убьют. Вот, они те еще, конечно, говнюки, но подводить их не хочется. Все-таки шли мы в поисках этой несчастной деревни. И, как вы видите, находочки и сами поспевают. Это у нас зажигалка. Причем период может быть царевый, может быть ранних советов. И может быть 30-40-х годов, то еще неизвестно, потому что такие я находил и на немецких позициях, и на советских. Но это, однако, показывает, что мы в правильном направлении, а у наших комрад уже вовсю роют. Поэтому мы вроде бы на верном пути. И идем дальше. Клеймо на ней что-то написано. Но, так как я не знаю, что именно. Тут написано оператор. Ой, какое совпадение. Не думаю. Когда очень модная машинка, приходится немного закапывать и делать проезд для нее. Так надо снять. Ты же сам говорил, я мало снимаю. Вот тебе, пожалуйста, мы строим дорогу. 1 hour later. Ямки засыпали. Еще тут Гришаня наш попробует пробраться. Прошло уже много времени с тех пор, как мы начали копать, проходив лес, ничего не найдя,
Мы приехали на поле, добирались просто с ума сойти как. Но поле, как видите, оно, к сожалению, очень заросшее. И ходить с металлоискателем тяжело, ты задеваешь вечно об траву, геморно, это неудобно. Но при этом есть находочка. Вот. И я еще не смотрел, да, что это за монета, поэтому вместе с вами наблюдаем. Ну, да, советский герб. И это... Сейчас. Перчатки купил клевые, но нифига в них не стирается грязь. 5 копеек 1948 года. Вот такую штуковину. Вот, медная, колышек, да? Квадратный снизу, еще с отверстием. Как вы думаете, что это такое? Есть у вас какие-то идеи? То есть я просто, у меня даже мысли нету. Может, кто-то надевался, наоборот, снизу, может, для трактора, но она медная, то есть, как бы это уже отрицает тот факт, что для трактора. Как думаете? Пишите в комментариях. Ветра дуют тут просто страшно. Мы приехали на какое-то поле бархатное, рандомное, рядом деревня старая, но тут вроде бы ничего не найти, как бы вы думали. Но это не так. Прямо вот сверху лежало неглубоко, как вообще, ну такое редко бывает. Выкопал медную монету, и по птичке видно, что это у нас копейка Александра I или Александра II. Ничего не стоит, буквально там, наверное, рублей 10-20, но приятная находка, потому что неожиданная, мы даже не знаем, что что-то есть. Ветер ледяной, вроде бы тепло, а при этом холодно. В общем, мы продолжаем копать, а каждый раз хуже мы продолжаем, потому что этому нет конца. Мы все надеемся что-то найти, и мы обязательно найдем. Что, друзья, не успел я отойти, у нас еще один монетный звон рядом с тем местом, где я нашел первую монету, ну, буквально там метров 5. Вот, беру пинпоинтер, это такой маленький металлоискатель для тех, кто не знал. И смотрите, тыкаем им, он начинает вибрировать, когда он упирается в монету. Так, ну и в монету или что там. Так, что-то вот тут. Ух ты, смотри, какая большая. Красавец, привет. Кто ты у нас? Кто ты, грусть моя печаль? Да, даже через камеру не видно, что это за монета. Уж до боли тут, конечно. В общем, будем отмывать. Потом, в конце ролика, а может просто сразу, вот прямо сейчас, появляется фотография этой монеты, что это такое с описанием. В чем парадокс? Наши поля в России, в Советском Союзе посыпались реагентами. И вся медь, антиквариат, древность, она уничтожалась, потому что всем было насрать. Вот так вот. И главное было убивать букашек на полях. И поэтому большинство реально культовых, потрясающих находок просто сгнили в земле. Так что спасибо большое нашей промышленности, которая не подумала как-нибудь по-другому это все сделать. В общем, монета-то есть монета. Находочка. Есть находочка. Как копается. Отличная погода для покопать. Скажите. Восхитительная просто.